Привет, это новый выпуск «Основатель», и сегодня мы полетим в Москву. Я покажу вам свои магазины, расскажу, сколько зарабатывает каждый мой магазин, расскажу, как я начинал свой бизнес. И мы посетим выставку Интеравто 2017. Полетели! Нанял первых сотрудников, и вы не поверите, я заработал свой первый миллион тогда за 3 месяца. Магазин приносит порядка 1 миллиона чистой прибыли. Пусто, пусто. Дерьмовая выставка, все пусто. Класс, кабриолет. Красивая кабриолет. В конце 2014 года, когда все побежали за телевизорами, все наши оптовые клиенты скупили весь наш товар полностью. Приехал и понял, что нашу продукцию уже никто не покупает, мы перенасытили рынок. Смотрите канал «Основатель». Увидимся. Привет всем! Кто меня не знает, меня зовут Арсений Павлович, и я являюсь владельцем компании Билет. Сегодня я хотел бы рассказать вообще, как я создавал свою компанию, чем она занимается и каких успехов на сегодняшний день компания достигла. Компанию открыл в далеком 2008 году. Учился на 4-м курсе университета. Также подрабатывал в компании Светодизайн. Тогда у меня была студия своя по сайтостроению. Я делал различные сайты. Стоимость сайтов тогда у меня была в среднем 15 тысяч рублей. И зарплату я получал в районе 10 тысяч в этой компании. Там все зависело еще от того, какие проекты я выполнял и все такое. Проектировал я освещение в компании Dialux. И в те годы, шло письмо от китайцев о том, что они предлагают светодиодную ленту по стоимости в районе $2. Тогда курс доллара был в районе 37 рублей, и я так посчитал, то есть лента в закупе получалась у меня в районе 76 рублей. Тогда лента продавалась вообще за 1000 рублей. В строительных магазинах их почти не было. В основном покупали ее дизайнеры, подсвечивали потолочные ниши. И я подумал, ничего себе, прибыль 2000%. Я подумал, офигенный бизнес, надо заниматься. Так я сделал сайты тогда всякие разные, в том числе интернет-магазины. Я решил создать свой интернет-магазин, придумал свой бренд тогда. Тогда же разработал логотип, с этим у меня проблем не было, сделал визитки. И дело пошло на самом деле. Я заказал ленты на сумму где-то $1000, тогда сколько, 36 тысяч рублей, и с успехом ее продал тогда, то есть и заработал в районе 300 тысяч. Причем я это сделал в течение месяца. Тогда для меня это было просто огромные деньги, так как в среднем я зарабатывал тогда не больше 50 тысяч. Это были легкие на самом деле, потому что я не парился. Заказы шли сами, я даже не вкладывался в рекламу. Я решил, что нужно заняться этим серьезно, и вообще перешел в эту сферу. Окончательно я забросил создание сайтов и открыл первый свой офис. У меня там было квадратов 20, нанял первых сотрудников. И вы не поверите, я заработал свой первый миллион тогда за 3 месяца. Шел 2009 год, был развивать компанию. Я создал в 2009 первый магазин, открыл его. Получился небольшой магазинчик. И в среднем там оборот был в месяц в районе 500-600 тысяч. Продавали мы там в основном всякие различные прожектора, светодиодные ленты. В основном занимались интерьерным светом. И в те годы я решил заниматься еще параллельно автомобильным светом. Так как ленту продавали в основном автомагазины, магазин начали у нас требовать так называемые светодиодные автомобильные лампы. В те годы это было новинкой, и я попал в тренд. Мы закупили тогда в Китае небольшую партию светодиодных лампочек, и они разошлись как горячие пирожки. В 2010 году у нас расширялся ассортимент продукции, мы поставляли очень много товаров в автомагазины и вообще ушли от интерьерного света. То есть всякие лампочки для дома и прожектора мы почти не продавали. Продавали в основном автомобильные лампы, автомобильные аксессуары под своим брендом Билет. Тогда же я зарегистрировал свою торговую марку. И в те же годы я решил, что нужно идти дальше, надо заняться производством. Сейчас я нахожусь в центральном магазине компании Билет в Москве. Этот магазин был открыт 2 года назад, и он успешно работает. Покупают в основном это автомобильные лампочки, светодиодные, галогеновые, дневные ходовые огни, светодиодные ленты, профиля. Также этот магазин является как пункт выдачи заказов. Открыть магазин в центре Москвы достаточно дорого. В среднем торговая площадь в Москве в центре начинается от 2000 за квадратный метр. Средняя зарплата продавца, учитывайте, в Москве идет от 35 тысяч рублей. Оборот этого магазина составляет 3 миллиона рублей.
в месяц. В среднем накрутка на всем товаре это 30%. Этот магазин приносит порядка 1 миллиона чистой прибыли. Но нужно учитывать здесь расходы на рекламу, все-таки расходы на продавца, расходы на аренду. Это выходит достаточно круглая сумма. Итак, ребят, добрался я наконец-то до второго магазина нашего. Находится он на Волочаевской улице, 12А. Вот, находится на втором этаже. Сейчас мы как раз посмотрим, как он выглядит. Вот, это наш второй магазин, мы его открыли 4 года назад. Здесь я был 4 года назад, как раз и был на открытии. Вот. Не знаю, что здесь сейчас изменилось, но магазин приносит достаточно хорошую прибыль, хорошие показатели, и я думаю, что это будет интересно. Поехали! Продавец наверняка меня и не знает, даже что это такое. Вот, красивый подъезд. Да. Вот нас встречает табличка «Автоцвет». Нормальная табличка. Сейчас я нахожусь во втором магазине компании Делет. Открыли мы года 4 назад. Вот это один из первых магазинов нашей компании в Москве. Оборот магазина в день составляет приблизительно 60-70 тысяч рублей. Здесь аренда немножко пониже, чем в торговом центре Савеловский, так как находится немножко дальше от метро. Вот здесь мы платим приблизительно 40 квадратных метров. Приблизительно 40 тысяч. Ну все, ребят, приезжайте на Волочаевскую 12, покупайте лампочки, а я поехал в следующий магазин. Ребят, наконец-то последний магазин. Знатно я сегодня заколебался, потому что все магазины на самом деле располагаются в разных точках Москвы. Это крайне северная точка, это наш третий магазин. Открыли мы его год назад в торговом центре Прага. Магазин у нас находится на втором этаже. Да. Для нас это было экспериментом на самом деле, потому что все магазины обычно мы ставим в центре города, чтобы всем было удобно добираться. Но так получилось, что эта точка сейчас приносит основную прибыль в Москве. Оборот этого магазина здесь в месяц составляет 5-8 миллионов, если сравнивать с другими магазинами. Там, ну как я говорил раньше, там от 3 до 4 миллионов. А почему здесь такой оборот? Здесь представлен большой ассортимент продукции. Если в других магазинах мы там продаем только в основном это автомобильные лампочки и автосвет, то здесь мы расширили ассортимент, представлена светодиодная лента, интерьерные лампочки всякие разные. Таким образом, оборот магазина вырос в разы. В этом торговом центре у нас есть склад, и здесь представлен весь ассортимент. Здесь люди могут прийти и купить сразу, не дожидаясь. Так что, ребят, приезжайте на Рассашанский проезд, дом 3 торгового центра Прага, покупайте лампочки в дом, покупайте прожектора. Прожекторов у нас очень много. Приезжайте, короче, вас тут будут ждать, вам сделаем скидку. 15% скидку? Ладно, сделаем 15% скидку. Скажете, что посмотрели видео и вам обещали 15% скидку, приезжайте именно сюда. День был просто сегодня чумовой. Я наконец-то приехал в Москву, сейчас заселюсь и наконец-то высплюсь. Наконец-то я прибыл в свой отель. Это просто кайф. Завтра будет очень трудный день, и я поеду на выставку Интроавто. В принципе, я езжу туда почти каждый год, встречаюсь там со своими клиентами. Приезжают китайцы иногда, с которыми мы сотрудничаем. Ну все, ребят, спокойной всем ночи. Увидимся на выставке. Я решил, что нужно дальше надо заняться производством. Тогда я закупил различные станки для СМД-монтажа, паяльные печи. Короче, купил очень много оборудования, потратил кучу денег. Это были большие риски, потому что с Китаем по производству конкурировать было нереально. Я это делал не для того, чтобы как-то конкурировать с ними. Думал о том, чтобы сделать свою торговую марку с российским производством, типа, чтобы поддержали российского производителя. Хотел участвовать в различных государственных тендерах. И мы тогда начали производить светодиодные автомобильные лампы на светодиодах SMD 5050. Это же был конец 2010-2011 года. Цены, конечно, получались у нас просто космическими по сравнению с китайскими, но, как ни странно, товар пользовался спросом, товар покупали, так как товар действительно был качественным. В 2011 году открыли свой цех по созданию печатных плат. У нас расширился ассортимент продукции
многократно. Ну и мы параллельно все равно продавали какую-то китайскую продукцию и параллельно нашу как бы. У нас на самом деле очень много интернет-магазинов, если вы думаете, что официальный сайт Дилет и эта точка, так мы занимались в этой стране, я их наделал 1000. У нас весь интернет забит нашими сайтами. Не знаю, если вы начнете искать, вполне вероятно, вы наткнетесь, их просто очень много. Потому что основную прибыль когда-то в 2009-2010 году мы получали с интернет-магазинов. Шел уже 2013 год, компания разрасталась, тогда мы переехали в новый офис. У нас в Екатеринбурге есть бизнес-центр Манхэттен, это такой B+ офис, я его купил. И мы переехали туда, сделали хороший ремонт красивый, открыли, кстати, магазины к тем годам уже в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени. У нас была своя сетка. Вы не представляете, мне тогда было лет 25, и я чувствовал себя, не знаю, как Саша Белым, короче, из фильма «Бригада». Потому что жизнь изменилась, на самом деле. Дорогие женщины, дорогие машины. И дальше шел 2013 год. Также производили. Основную прибыль уже мы получали с оптовых продаж. У нас появились крупные магазины, нас заметили благодаря производству. Нас начал покупать Озон, не знаю, Player.ru, различные магазины. Также в те же годы мы начали поставлять лампочки КАМАЗу. Я гордился своим производством, что мы такие крутые, все делаем сами, никакого Китая. Но никто на самом деле нам не верил. Вот мы говорили, что мы говорили, да это все китайское барахло. Потому что наша продукция действительно очень похожа на китайскую. Я расскажу почему. Так как ассортимент очень большой продукции, чтобы конкурировать с Китаем, мы, ну и как большинство китайских производителей, есть заводы, которые производят корпуса, есть заводы, которые производят электронную часть. Вот. Мы покупали корпуса в Китае. Они стоили копейки на самом деле. Мы покупали корпуса, делали электронику свою и собирали лампочки, дневные ходовые огни, светильники всякие разные. Шло время, шел уже 2015 год, это кризис рванул. И вы не поверите, что началось. Курс доллара поднялся в 2 раза, и нам пришлось поднимать цены. Мы разослали всем нашим оптовым клиентам письмо, что мы поднимем в начале 2015 года цены. И в конце 2014 года, когда все побежали за телевизорами, все наши оптовые клиенты скупили весь наш товар полностью со складов. Я заработал очень много денег тогда. И тогда я поехал, помню, в Таиланд на Новый год и потратил там просто колоссальные деньги. Сумма, наверное, больше 1 000 000 рублей. Я на вертолетах катался по островам. Это было круто, чувствовал себя как олигарх. Вот. Но 2015 я думал, что так будет всегда. Приехал и понял, что нашу продукцию уже никто не покупает. Мы перенасытили рынок. А закупать в Китае корпуса и какие-то компоненты для нашего производства, мы их уже закупали с двойной наценкой, можно сказать. Потому что покупали тогда по курсу 37. А сейчас нам пришлось покупать их по курсу тогда 65 рублей, я помню, да. Я нахожусь на Интеравто 2017. Эта выставка посвящена в основном автоаксессуарам, автомобильным лампочкам, всем тем, чем занимается наша компания. Здесь можно найти надежных поставщиков, китайских, российских производителей. Можно найти какие-то запчасти для своего производства. Мне эта выставка интересна в первую очередь тем, что я здесь могу договориться о поставках каких-то новых корпусов, новых товаров, которые поступят на рынок уже в ближайшем будущем. Короче, приходите на Интеравто 2017. В следующем году наша компания будет выступать здесь. Тоже будет представлена куча наших товаров. Это в основном всякие светодиодные лампочки, автомобильные лампы, галогеновые, дневные ходовые огни. Ну и весь спектр автоаксессуаров. Ждем вас на Интеравто 2018. Пусто. Дерьмовая выставка, все пусто. О, смотри, это стенд у УАЗа. Я помню, мы как-то поставляли даже им лампочки. Смотри-ка, тут даже кабриолет есть. УАЗ кабриолет. Красивая кабриолет. О, Волга с большими колесами.
куча всяких машин. Volvo, Jeep. Выбирай любой. О, девочки вот такие красивые. О, вот прикольная машина, смотри. Да, Купер. Да, не Купер классный, да? Ну это женская машина. Не знаю, мне нравятся маленькие. Мне вообще нравится Матис. Не знаю, все говорят, что Матис дерьмовая тачка, а мне нравится. Прикольная машина. Зато миниатюрная, можно везде припарковаться. И я даже думал для компании купить несколько, чтобы потом развозить, там, заказывать, все такое. А сделать там логотипы. Все, она закончилась. Все, валим отсюда. Продукция выросла в цене. Ясное дело, такие обращались и говорили, как же так, вы же российская компания, почему у вас поднялись цены? Вы же сами все производите. Нет, ребята, мы покупаем запчасти из Китая, поэтому у нас цены выросли. 2016 мы просели очень жестко. Но в то же время мы начали конкурировать действительно с Китаем. Цены у нас стали на лампочки конкурентоспособными, мы начали поставлять товары уже за границу. И таким образом мы работали над технологиями все эти годы, расширяли торговую сетку, работали очень усердно над интернет-магазинами. Отдельно хотел бы рассказать вообще на самом деле про производство, зачем оно затевалось. Благодаря производству нас заметили действительно крупные компании. У нас были все сертификаты на производство, мы смогли участвовать в различных тендерах. Сейчас наша компания производит светодиодные прожектора. Начали мы их производить в 2015 году, и сейчас они пользуются действительно большим спросом. Оборот компании за счет того, что мы начали производить прожектора, участвовать в различных тендерах на поставки, увеличился в разы. Смотрите на нашем сайте, это Билет Трансформер. На сегодняшний день ассортимент продукции компании Билет насчитывает более 10 тысяч наименований товаров, которые мы действительно производим. Наша компания прошла действительно огромный путь, прошло уже 9 лет, и я осознаю, мне сейчас 30, и, можно сказать, одну треть своей жизни я посвятил своей компании. Смотрите канал Основатель. Увидимся, ребята. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я уже в Екатеринбурге, так что ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на канал Основатель. Увидимся.